У моей подруги Карлы был талант дарить человеку именно то, что ему нужно, даже если он сам этого не знал. Свое 26-летие я праздновал в ночном клубе, день был особенно солнечным. На небе не было ни облачка. Несмотря на это, она подарила мне желтый зонтик, выглядевший так, словно купила его в антикварной лавке. Мне он показался уродливым и нелепым, особенно учитывая, что она знала, насколько я ненавижу яркие цвета. Но стоило нам выйти на улицу, как начался внезапный ливень, несмотря на обещанный прогнозом ясный вечер. На Рождество я получил от нее подарочную карту одного магазина. На следующий же день из-за сбоя на сайте все товары подешевели на 90%. За $50 с той карты я смогла купить одежды на несколько тысяч. Но все это меркнет по сравнению с подарком на крещение ее племянника Лукаса. Она подарила малышу черного кота, прекрасно зная, что его матери и ее сестре аллергии. Все встало на свои места через 2 дня, когда кот поймал огромную крысу, пролезавшую в детскую через вентиляцию. Как оказалось, у малыша были проблемы со здоровьем, вызванные какой-то инфекцией, и благодаря коту удалось найти ее источник и устранить проблему раз и навсегда. Все в нашей компании заметили эти странные совпадения. Мы то и дело шутили, что Карла ведьма. Она лишь смеялась в ответ и говорила, что ей просто везет, и что ее метод был очень прост. Она трижды подбрасывала монетку. Делала это, чтобы решить, в какой магазин пойти, что купить. Иногда даже во сколько выходить из дома. Если трижды выпадала решка, значит решено. Если нет, меняла план. Мы всегда над этим смеялись, но были благодарны за подарки. Но в этом году что-то изменилось. Вчера был мой день рождения. Общение было оживленным, музыка громкая. Моя двоюродная сестра Валерия приготовила потрясающие мимозы. Коллеги нахваливали закуски. Друг Хуан рассказывал истории о путешествии по Амазонке. Хотя вечеринка удалась, Карла выглядела беспокойной. Она сидела на краю дивана с бокалом вина и ни с кем не разговаривала. Это было на нее не похоже. Обычно она была открытая, веселая, всегда в центре внимания. Ее взгляд все время метался по коридору, окнам, лестнице, словно она чего-то ждала или кого-то. Я подошла и спросила, все ли в порядке. Карла нервно взглянула на свой подарок, лежавший среди остальных. Сказала, что весь день чувствовала себя странно, будто с тревогой медленно сжимает ее грудь. Объяснить она этого не могла, лишь призналась, что это связано с ее подарком и что ей за него стыдно. Она наклонилась ближе и плотно, сжав губы, прошептала: «Пожалуйста, открой его только когда все уйдут». Я уже собиралась согласиться, как вдруг мой парень закричал: «Открывай подарки, открывай подарки». Давление со стороны друзей сделало свое дело. Карл опустил глаза, и беспокойство передалось и мне. Тем днем, когда мы готовились к вечеринке, я почувствовал нечто странное, неясное спокойствие, будто воздух стал тяжелее. В какой-то момент мне показалось, что в коридоре мимо кухни проскользнула тень, но когда я обернулась, там никого не было. Я решила, что это, наверное, свет или воображение. Покачал головой и вернулась к напиткам и музыке. Дел было слишком много. Я начала открывать подарки. В этом году друзья превзошли сами себя. Кто-то даже подарил билет на концерт моей любимой группы. Подарок от Карла я оставил напоследок. Он был прямоугольным и мягким, со скругленными краями, завернут в желтую бумагу и перевязан красной лентой. К нему прилагалась записка: «Хулиане, пусть у тебя будет еще много дней рождения». Все ждали с затаенным дыханием, уверены, что этот подарок будет очередным примером ее загадочного таланта. Я медленно развернула бумагу и открыла коробку. Упаковка яиц. Тишина повисла в воздухе. 12 белых яиц. Никто не знал, что сказать, пока мой парень не выдал нервный смешок. Потом засмеялись все. Я засмеялась вместе с ними и пошутила: «Похоже, твои способности выбрать подарков дали сбой». Карла не отводила взгляд и улыбалась, но в ее глазах все еще читалась тревога. «Это то, что тебе нужно», – тихо сказала она. Так решила монетка. Эта фраза встревожила меня сильнее, чем должна была. Тот вечер я перебрала. Мы легли спать, даже не начав убираться. Не заметили, что подарок Карла остался на кухонном полу. Малозначительная деталь. Так казалось тогда. Сейчас я стою перед своим домом, наблюдая, как полиция выносит тело. Соломон Гарсия, серийный убийца, год терроризировавший наш город. Он прятался в домах жертв по 30 дней, прежде чем убить их во сне. Сегодня должна была быть наша очередь.
Но в этот раз ему не повезло. Он поскользнулся на кухне, ударился головой об угол стола, мгновенная смерть. Рядом с ним раздавлена упаковка яиц. Я представляю, как он заходит на кухню, хруст яиц под ногами, потом глухой удар. Плоть и бетон, его обмякшее тело на белой плитке, жизнь утекает прочь. От одной мысли мутит. Полицейские все спрашивают, не замечала ли я ничего странного, подозрительные звуки, пропавшую еду. Когда я в последний раз заглядывал в шкаф в гостевой комнате, именно там нашли календарь 30 вычеркнутых дней. У меня скручивает живот, пока они задают вопросы, я не могу перестать думать о Карле, о ее тревожном взгляде, о том, как монетка попадала раз, другой, третий в ее ладонь. Откуда она знала, подозревала ли, неужели я еще жива только благодаря случайности, благодаря чему-то столь хрупкому и произвольному, как удача. А если бы я не открыл ее подарок, если бы ей стало слишком неловко, чтобы его вручить или даже просто прийти? По спине пробегал холодок, но в одном я уверен, я всегда с радостью приму любой подарок от Карла, каким бы он ни был.